Так, всем привет! Сегодня сериал «Дворец», 2006 год, режиссеры Ким Да Хён, Хван Ин Рве, сценарист Пак Со Хи, в главных ролях Юн Ин Хе и Чу Джи Хун. Сюжет: дедушка-простолюдин, у которого есть внучка, и дедушка королевских кровей, у которого есть внуки, друзья, и они дают друг другу обещание, что когда их внуки вырастут, они поженятся. Хранят у себя кольца. Время пришло, 2006 год, настало время жениться, но внуки не очень-то и рады этой женитьбе. Принц любит девушку-балерину, а внучка слишком молода и беззаботна, чтобы решиться на такой серьезный шаг. Но бесконечные финансовые проблемы в ее семье толкают ее в объятия принца. Да, кстати, есть еще двоюродный брат принца, который участвует в любовном треугольнике, ну и подружки новоявленной принцессы. Балерина вела себя как собака на сене. Ответив отказом на предложение руки и сердца принца, объясняя это нежеланием портить танцевальную карьеру, но потом стала сожалеть, когда ее место заняла Золушка, строила козни и всячески старалась вносить разлад в семейную жизнь принца. И еще одна интриганская линия – козни мамы двоюродного принца, который после смерти отца не мог претендовать на престол. Ох уж эти плебейские переживания по поводу подготовки к приему в своем доме высоких гостей. Страх, что что-то пойдет не так, что быт слишком прост и кухня недостаточно изысканна. Поэтому, наверное, я предпочитала общение с людьми, равными себе по социальному статусу, чтобы не чувствовать себя ущербной. Эти переживания были мне знакомы в школе, в институте. К счастью, чем становишься старше, ты уже можешь не отягощать себя дурацкой дружбой, бесконечно кому-то что-то доказывать, нервничать. Вообще, одиночество – самое комфортное мое состояние. Я подозреваю, что многие так считают. Но вправе ли ты считать себя одиноким при наличии в твоей жизни интернета, ютуба, фильмов, и когда ты сам выбираешь, что тебе смотреть? Было смешно, когда родственники девушки, устав от нервного напряга в общении с принцем, заскочили в другую комнату и судорожно выдохнули. Я ненавижу это, когда ты вынужден изображать из себя что-то, не можешь расслабиться у себя дома. Короче, я не люблю гостей с самого детства, особенно тех, которых ты даже не знаешь и которые ведут себя бесцеремонно, курят без разрешения и так далее. К великой радости я теперь решаю, быть гостям или нет. Я почему-то всегда вспоминаю, была такая передача «Международная панорама». Ведущими были Овсянников, Фисуненко, Бови, ну это те, кого я помню. Так как-то в интервью Игорь Фисуненко сказал, что многочисленные родственники, спящие на полу, это не про него. Ну вот примерно так же и я отношусь к гостям. Все девушки мечтают выйти замуж за принца, но оказывается, все совсем непросто. Это сродни хождения по шаткому мосту. Оступишься и упадешь в пропасть. Законы, церемонии, правила, приличия, не свобода. В общем, птичка в золотой клетке. Юн Ин Хе и Чу Джи Хун – молодые, симпатичные актеры. Юн Ин Хе миленькая, озорная, смешная. Чу Джи Хун очень понравился, статный симпатяга. Принцесса своевольная, не привыкшая к запретам, но честная девушка, а принц, кажущийся надменным, неприступным, на деле оказался ранимым и одиноким. Эпизод, когда принц оказался в беде, принцесса признается ему в любви, принц говорит, что его могут свергнуть, она отвечает: «Я люблю не наследного принца, а тебя, вышиб из меня слезу». Финал тоже был трогательным, когда они опять женятся. Мне понравилась бабка-королева, приятная тетка, разнообразные головные уборы ей так шли. И одежда на персонажах, несмотря на 2006 год, не казалась устаревшей. Но гвоздь сериала — актер Чу Джи Хун при росте 187 сантиметров, невероятный красавец, принц, самый что ни на есть настоящий. Сериал вроде рассчитан на детей и подростков, но я с удовольствием посмотрела, причем дважды. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал.